Всем привет! В прошлом выпуске я показал, какие места закрылись в Венчанге в туристической зоне в эпоху пандемии. А в этом выпуске сейчас мы посмотрим, что открылось вместо этих заведений и какие новые места, бары, рестораны открыты, о которых еще мало кто знает. Да практически никто не знает. О которых еще никто не знает. Вот новенький бар. Это американский гриль. Да, это американо-гриль. Это вот сделано в таком байкерском стиле. Ригель отель. Вот какой-то отель прям выстроили рядом с Дендроголдом. Возрос, я аж не заметил даже. На этой улице, в принципе, все закрыто практически. Это туристы, да, я так понимаю? Ну да. Смотрите, сколько туристов. Это внутренний туризм. И вот их сюда вводят, вот в этот буфет большой. А прямо напротив этого буфета открыт бар, Ня-бар. Он как ночной клуб, ночной бар. Здесь веселые вечеринки проводят. Вот у меня уже 2 видео есть с этим баром. В верхнем правом углу подсказочка на это местечко. Можете посмотреть. И раньше здесь была просто кофейня, потом это дело закрыли. И вот сейчас в пандемию открыли новый бар, клуб. В принципе, прикольное место, веселое. Здесь, вот в этом закутке, ресторан «Ла Вилла», в котором мы тоже много проводили времени. Кальяны курили раньше. Но он не закрывается, он функционирует. Правда, сколько я здесь не проходил мимо, пустовато. Ну, кто-то сюда ходит все равно. Кафе «Кактус» тоже. Бар Килкенни тут еще. Очень популярный бар, известный во всем Нячанге. Открывается он в 5 вечера. Килкенни. Сейчас еще он пока закрыт, он очень реально популярный. Здравствуйте. Здравствуйте. А мы вот ходим тут, снимаем немножечко. Ну, вот мы тут про заведения просто снимаем, какие закрылись, а какие-то работают до сих пор. Да, мы работаем. Вчера вот в 5 опять закрылись. В этом, да, самый прикол Килкенни, что до 5 утра можно до рассвета. Последнего клиента. Вот мы вчера уже кассу закрыли, все, посчитались и налетели люди откуда-то приехали. И вот мы с ними до 5 часов сидели. Это когда? Во сколько налетели? В 3 часа? В час где-то? А, в час? Да. А, вы думали закрыться Ну уже? да, уже как бы у меня основной народ просидел. А, типа на всё автопате пропили, все всё приезжают? Нормально, да, и тут просто здравствуйте. Ну вот до 5 часов. Позавчера Ну, вот так вот. так же. И так. Ну ладно, до встречи. Вот «Ла Вилла» вот здесь была. Сейчас какой-то Golden Bamboo. Ну, вроде как это функционирующий ресторан. Отель «Агнес», новенький тоже. И там еще отель новенький «Эрика». Да, вот это 2 хороших новых отеля. Вот сеть магазинов «Фамарт», зеленая, ее переделали. Здесь такой логотип они сделали, как Avengers, Мстители. Скопировали логотип. Ну, по этой стороне все закрыто вообще, все защелкнуто. И открыли новый клуб. Как раз в пандемию, как раз после карантина. Называется Кишо Клаб. В таком японском стиле. Ну, по крайней мере, с виду выглядит прикольно. Какие-то маски дьяволов. Стоят тут вечером девчонки, но я покажу это место вечером еще. Ну, а дальше одно из самых популярных мест в Нячанге – это Гриль Гаден. Тот Гриль Гаден мы уже показали на первой линии, он работает, функционирует. А вот этот, первый Гриль Гаден, который был открыт, он полностью закрыт. Здесь только сидят охранники. Вот листовочку такую дают, что есть другой Гриль Гаден. 255 тысяч стоит взрослый вход. Ну, так же, как и было. Вот так вот пусто здесь, одиноко. Нету туристов, нет людей, посетителей. Но зато работает и функционирует на первой линии Гриль Гаден. А еще здесь на 3-й линии тоже кальянная, интересная, кальянный бар, который не закрылся и до сих пор функционирует и продолжает свою работу. По вечерам они работают особенно активно с 8-9 часов. Бар называется «Ривьерия» с такой вывеской. Вход у него здесь такой узкий, узенький вход.
В общем, они примерно с 8 часов вечера работают, а вот написано с 6 до 2 ночи. Известное место было, Амигос, которое закрылось. А теперь здесь еще рядом есть Cheers. Тоже новенькое заведение. Европеец тут владелец этого бара. И у него жена, как я понял, вьетнамка. Вот бар Соло, да, но что-то он должен был работать, по идее, но не знаю, видимо, опять закрыт, да. Днепр. А, Днепр? По-моему, это на нем какой-то мужик пожилой ездит на этом мотоцикле. Ну, европеец, не вьетнамец. Вот сейчас покажу как раз вот этот клуб, который новый открылся между 2 и 3 линией в центре города, в туристической зоне. Вот, как я и говорил, здесь девчонки стоят. Да, прячутся немножко они. Воу-воу-воу-воу. Надо помочь, может быть. It's okay? Да, тут сейчас немного людей. Синчао. Are you working? I just look. You work from 8:30, yeah? Yes. Entrance is free? Yes. Interview. Okay, come on. Синчао. Окей, там бьет. Вот так они отворачиваются, стесняются. В общем, клуб работает с 8:30, и вход сейчас свободный туда. Как вы видели, немножко я заглянул, там все в азиатском стиле сделано. Ну так-то клуб прикольный, он новый, там все такое свеженькое еще. Еще не ступала нога туриста туда. Так что было бы прикольно сейчас, если бы туризм возобновился и была бы здесь вообще классная движуха. Так что ждем открытия границ. Это вечерний рынок, пустой, но обновленный. Здесь они сделали ремонт во время карантина, но он, конечно же, пустой. Я не знаю, для кого они вообще работают. Там и цены туристические были всегда, и туристов-то нет. Но вьетнамских туристов я здесь видел, что они на вечернем рынке были. Это же Хаят, отель Хаят, и в нем вот этот торговый центр. Это отель Риана. У него очень хорошее сейчас назначение у этого отеля. Здесь проходит карантин. Экипаж самолетов, которые летали в разные страны и вернулись сюда, во Вьетнам. И так как здесь нету коронавируса, они проходят после своей поездки двухнедельный карантин. Здесь останавливаются постоянно летчики, стюардессы именно вот в этом отеле, в центре города, в центре Ничанга, в Ариане. Так что вот он до сих пор функционирует и очень полезную функцию сейчас выполняет. Так что это вот один из немногих отелей, который не закрывается. Зима Клаб. И вот Гавана Клаб. Гавана Клаб я вообще никогда не был. Вообще в туристический сезон здесь было, собирались уже вот в это время, они с 8 открывались. Но сейчас с 9, наверное, или как-то так. Заехали на север. Здесь на севере жизнь не останавливалась. Во-первых, здесь студенческий район. Во-вторых, большой комплекс жилой Мунтань здесь с отелем вот таким Мунтань. Это относительно новые постройки, строения. Они свою работу не заканчивали.
Здесь, на этих улицах, продолжает работать большинство магазинчиков, кафешек. Здесь люди живут. Новый магазин открылся с детскими товарами. Магазин почти круглосуточный, фреш-шоп, который задумывался как круглосуточный, но во время того, как туристов нет, он работает до 2-3 часов ночи. А вот заведение, которое я снимал когда-то, небольшой видеообзорчик был. Здесь был буфет под названием «Зало». Потом здесь открывали какую-то вьетнамскую кафешку, но что-то оно не стало все это работать. Подсказка на это видео в верхнем правом углу, если интересно, как оно все было. Здесь вот стояли лоточки, набираешь по принципу самообслуживания. Там новый гест открылся. Где? Это вот улица Хончонг называется. Вот, видишь, гестхаус. Свежий, абсолютно открывшийся. Вот комплекс Монтань. Ну, здесь практически ничего не закрылось. Все так же функционирует. Более того, здесь даже открывается что-то новое. Это вот как раз кальянная, о которой я говорил, переехали они из центра, переехали вот сюда на север, в район Монтаня, а там временно они закрылись в центре города на 3-й линии. И называется у них Jungle Book. Здравствуйте, ребята. Добрый вечер. Как дела? Я к вам тут зашел немножечко заснять. Показываю, какие заведения вообще остались тут в Нишанге. Отлично. А какие закрылись. У нас сейчас, видишь, обновление. Здесь, да, оформлено в таком же стиле, как Джуманджи да. и Тикетонга, да, там закрылись. Здесь переехали, акция, да, можешь пару слов про акции сказать? Да, на все меню сейчас у нас большая скидка. 20%, даже больше на некоторые позиции. У нас и пиво разливное поменялось, стало 12 тысяч. А 12, да, такие демократичные Кальян, цены. да, у нас вообще практически от 150 бывает. Ну, 179 у нас пошли. Просто сделали скидку, да, на все меню полностью. Ну, понятно, да. Да, от пива до кальяна. Ребята, заходите к нам в гости, выпьем пиво, сделаем кальян. Еще один здесь такой большой ресторан открылся. Полноценный такой фудкорт, даже, а не ресторан. Вот, называется Hello Food Court. Здесь получается разных направлений кухни, разных стран. Есть даже русская кухня, итальянская, китайская, разного направления. Вот, сейчас уже такое к закрытию идет дело. Но вечером они тут работают. Для туристов очень было бы прикольно. Это кафе. А? Hello? I make video for YouTube about many places in Nichang. What work? Traveler Yeah, I'm traveler, YouTube vlogger. and You can subscribe my from from Russia. Yeah. Yeah, yeah. Yes. Why you can come to Vietnam? So I live here more than 2 years. My love. This is my video. Rồi, okay. How many subscribers? 5,000. 5,000? So, okay, subscribe. Yes, okay. You will be in this Yes, of video course. soon, next week. This video. Where do you live Vietnam? Yeah, near here. Nice to meet you. Okay. Тут вместо одного кафе его разобрали, и, короче, они сделали вот такую. Причем туалеты работают. Здание снесли, а туалеты остались. На руинах бывшей кафешки открыли здесь, даже не открыли, организовано просто Да, угол, организованная пьянка. угол с посиделками, да. А вот напротив, Напротив, но там уже не так весело. Кстати, здесь так реально колоритно, блин, чисто на таких руинах. А раньше здесь была пустая кафешка, в которую никто не ходил. вот шикарнейшее заведение было, сюда автобусами завозили народ. Вот буфет, но сейчас уже закрыт. Сейчас уже все, поздняк уже. Они закончили, да, работу свою, сейчас уже поздновато. Мы здесь были, да, это вот как раз буфет по одной цене, где платишь за вход просто и ешь в неограниченном количестве и жаришь у себя за столом всякие разные Вон, морепродукты. кстати, можешь пойти, ты сам заценить, как краб ест креветку. А, вон, да. Вон они за нее бороться начали. Короче, они ее ковыряют, но не могут съесть. Вот такой Рома Бич. Ну, потом еще заснимем побольше. Вот
Кения Бэй работает большой отель, тоже относительно новый. У него тоже недорогие здесь апартаменты, по 8 миллионов стоят. Здравствуйте. Тоже сапфир здесь закрытый. Шантарам, да, тоже не закрывается. Ну, насколько это популярное заведение? Я просто здесь только один раз-то и был. Вот новое открылось. Rainforest. Классное такое, тоже яркое заведение, креативное. Большое. Тут они его долго строили, вот деревянное. В центре таких тоже несколько заведений подобных. В общем, на этой улице еще там есть дальше что-то интересное. Вот новое заведение. Это, по-моему, его разбирают. Нет, его строят наоборот. Это мы сейчас на улице Кучи. Улица идет перпендикулярно морю, и она такая очень живая. Разные кафешки здесь. А выходит она вообще на рынок Винхай. Тут очень много апартаментов, поэтому, я так думаю, и много всяких заведений. А вот еще очень популярная улица, тоже перпендикулярно морю, улица Дангтат. Здесь работает итальянский ресторан, не закрывается, бильярдная работает. А вот здесь пивоварня Шульц на этой же улице. Я про него тоже снимал уже, подсказочка в правом верхнем углу, можете посмотреть. На этой улице тоже кое-что закрылось, некоторые места, но в основном все осталось работать. В общем, здесь повеселее, а вот Зало. Это Зало была самая дешевая точка из всех вот этих буфетов, которая была по одной цене. Вот почему мы и хотели показать, что где-то закрывается, а где-то наоборот открываются вот эти точки буфетами с едой по одной цене, где готовишь у себя за столом. Ну вот сейчас самое недорогое местечко, вот которое мы показали сейчас на первой линии, Арома Бич. О, слушай, перекресток. Все, вся сеть, походу, закрылась перекрестком. Там вот башни Панагар. Можете посмотреть обзорчик. В верхнем правом углу ссылочка. Это Мунтань. Вот здесь была вечеринка в предыдущем видео тоже, которую мы снимали. Да, вот это Ривьера, Риверсайд. Даже на улице. Ну, это такое зазывает. Прикольно, кстати. Даже сейчас. Классно. Вот этот клуб, вообще непонятно для кого он. Ну, кстати, обычно тут мало людей всегда. А сейчас прямо столько народу. Значит, суббота идет. И все машут, и счастливы. Кстати, да. Привет, Кристина. Ну как дела? Как вы работаете? Все. Мы тут проезжали мимо, еще никого не было. Вы с скольки работаете? Там, кстати, новый клуб-то конкуренцию составляет вам или нет? А? Григадон первый. Да. Составляет конкуренцию? Там еще ходит кто-нибудь туда? Я заглянул первый раз, я там не был вообще. Да нет, слушай, там, ну, насколько я слышала, много гостей, но такие вьетнамские. Ты на камеру разговариваешь, ты в курсе? Подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Вот такой Ничанг, без туристов, без отдыхающих. Что-то закрылось, что-то открылось. Посмотрим, что будет дальше. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.